Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Хочу сегодня показать вам в своем видео новинку. Карандаши, которые у меня появились буквально вот полчаса, может, назад, которые я получила, забрала заказ. Они вообще в целом это не новинка, это скорее, знаете, я так понимаю, они, по крайней мере, в других странах, они появились уже, ну, как минимум, были в 2017 году, только в другой упаковке. Видимо, их перевыпустили, и они уже пошли в продажу. Ну, начали появляться и в других странах. И у нас не исключение, но под другим, скажем так, в другой упаковке. Я долго смотрела, долго мы с девочками обсуждали. Они, не они, эти карандаши, не эти карандаши. В общем, я долго думала, а надо ли, а стоит ли. Ну вот я наконец-то все-таки созрела, заказала и сегодня их забрала. Достаточно быстро забрала, брала на Сбермаркете. Так, я достала их из коробочки, потому что пока не знаю, не определилась, легко ли их доставать будет на постоянной основе. В общем, не буду долго болтать. Сами карандаши. Это у нас Faber-Castell. В данном случае Black Edition. Первоначально они были, я так понимаю, в прозрачной упаковке, знаете, такой прозрачный обычный пластик закрепленный. И павлини такие перья на них были, что-то в этом роде, что-то School of Soft, что-то вот название было, что-то такое, не буду сейчас обманывать. В общем, я так понимаю, их просто перевыпустили, судя по всем обзорам с других стран, да, колористов. Это те же самые карандашики, только уже под новой, так сказать, в новой упаковочке обновленные. Вот. Скорее всего, так. У нас они появились, ну, начали мы их видеть совсем недавно на сайтах. В общем, увидели мы с Людой их вообще в Инстаграм, именно как, знаете, небольшие отдельные наборы для кожи. Когда начала искать, у нас, к сожалению, в России их, ну, я не нашла. Так и не нашла. Нашла в одном единственном магазине, но он пишет, что не доставляет в Россию. Поэтому будем ждать. Ну, если это тот же, собственно говоря, набор карандашей, который изначально был, то, собственно говоря, мне отдельный уже теперь не требуется. Взяла я, как вы поняли, 36 цветов. Обалденная коробка. У меня она открывается, видите, тут и достаются карандаши. Я не знаю, насколько это будет удобно. Здесь мы видим всю палитру. Их выпускают 12, 24 и 36 цветов. Faber-Castell. Вот такая палитрочка здесь. Не знаю. Ну вот покажу вам, да, чтобы видеть. Они трехгранные. Ну и, как вы поняли, Black Edition называются. Карандаши заявлены как цветные Faber-Castell Black Edition. 36 цветов. Трехгранные. Черное дерево заточенное. И они как заявлены как, ну, супер мягкие и все в таком духе. В общем-то. Стало очень-очень интересно. Ну и как мы с вами знаем, что Faber-Castell достаточно такая старая, очень древняя старая фирма, которая производит непосредственно канцелярию. И в принципе, большая часть, по крайней мере, всей канцелярии, что они производят, ну, ничего плохого не скажешь. Поэтому решила взять, попробовать. Почему нет? Тем более, что нравятся карандаши. Взяла блокнот. Я, забегая вперед, скажу, что я-то уже их попробовала. Я вытащила их из коробочки. Они разделены на два вот таких вот сета для удобства. То есть вы можете их доставать. И я так понимаю, здесь вот видите, для удобства можно их сделать как, ну, чтобы они у вас вот в таком состоянии как-то стояли. В общем, посмотрим. Я не знаю пока, как я буду их использовать. Все карандаши стоят на своих местах. Собственно говоря, как вот можно, да, смотреть и ставить их. Они будут каждый на своем месте стоять. Они так и разделены, и также как и на коробочке. Ну, кому как больше нравится. Ну, если вам принципиально, то тут можно даже их составлять. Только на 24 цвета коробка открывается сверху, я так поняла. У меня сбоку. Я все проверила. У меня конкретно сбоку открывается. Ну и сами карандаши. Непосредственно. Во-первых, ну, как вы уже поняли, да, черное дерево. Трехгранный карандашик. Я надеюсь, видно.
Он не пронумерован и не прописан цвет у него. Вот, по-моему, да, здесь что-то пытались выэтовать, но непонятно. Стандартно их логотип, название фирмы. Жопка, как и сам карандаш. Благородный, красивый такой стильный карандашик. Он очень-очень легкий. Рисуют они, девочки, конечно, очень мягко. Я бы сказала, даже слишком мягко. Действительно, они очень мягкие. Если надавливать, будет более такой, на них если давить, более интересный цвет. В целом имеют место быть карандаши. Я пока, честно признаюсь, не поняла. Ну вот если чуть-чуть с нажимом. И так, если красить. Не совсем пока поняла эти карандаши. Они мягкие, они яркие. Отлично рисуют. Достаточно. Рисуют как на белой, так и, в общем-то, на черной бумаге. Посмотрите. Можно на черном. Хорошо, кто любит именно черную бумагу. Они будут даже еще, наверное, может получше. Но не знаю. Пока не знаю. Вы знаете, я пока их не совсем поняла, эти карандаши, до конца. Нужно, наверное, все-таки, чтобы на 100% утверждать, хороший или нет, нужно все-таки время. Потому что бывает, знаете, первое мнение обманчиво. Но этот прям совсем яркий. Вот, к сожалению, они никак не пронумерованы. То есть, если делать прям выкраску и ориентировать... Ну, я думаю, что не надо делать выкраску такую уж прям переживать, потому что здесь Faber-Castell, я надеюсь, вам видно. Я так думаю, что он, наверное, отсвечивает, но он действительно такой прям зеленый, красивый. Они соответствуют своим, не знаю, какой достать, чтобы показать. Он соответствует своей вот этой рубашке, жопке. Вот. Как вы можете понимать, да, они, в общем-то, соответствуют. И особо сильно такая нумерация, наверное, и не требуется. Можно вот совсем, видите, он будет еле-еле. Что я хорошо поняла, так это чем больше на него поднадавливаешь, ну и как и многие карандаши, но здесь прям это явно видно, чем сильнее, тем вот он ярче. Не пылят, не крошатся карандаши. Так, какой еще взять? Давайте розовый. Ой, розовый, прошу прощения, смотрела на розовый. Желтый. Такой вот более холодный. И есть у нас, наверное, более теплый. Желтый. Видите, они достаточно яркие, такие оттенки. Достаточно ярко рисуют. Вот такие вот карандашки. И сами непосредственно здесь есть два телесных карандаша. Ну, такие, знаете, приближенных к телесным оттенке. Я их сразу достану. Вот такие два цвета. Можно, которые использовать также при раскраске лица. Ну, кожа, лица, руки и так далее. Ну, вот у нас светлый. Прям хорошо такой светлый. Но можно, опять же, да, поднадавливать. К слову, что-то подобное у Лиры я как раз использую. И второй вот такой более прям активно розовый. Навряд ли, конечно, но, как правило, никто не использует даже один карандаш в использовании, ну, в раскрашивании там или в рисовке кожи. Как пара имеют место быть, тем более, что, ну, будут добавляться, даже не знаю, давайте посмотрим, будет добавляться что-то коричневое к этим карандашам. Я вот сейчас не так сразу с набега не скажу. Нужно все равно пробовать. Но, наверное, что-то вот такое вот к ним же. Коричневый. Слушайте, какой красивый коричневый. Он какой-то, я даже не могу его объяснить, что за цвет. Но прям шикарный. Светлый. И видите, вот если нажимать, можно под это посветлее, поинтереснее взять
Опять же, в зависимости от того, какую вы хотите кожу. Они даже будут, мне кажется, лучше. Палитра неплохая. Здесь можно, опять же, вот использовать, да? Посмотрите. То есть в зависимости от цвета. Ну, какой я частенько что-то подобное использую у других карандашей. Вот оттеночек. Посмотрите. Тоже неплохо. Но этот, наверное, какой-то такой серо. Кстати, очень часто такой цвет требуется в фломастерах. Когда в раскраске по номерам он такой не серый и не фиолетовый. Вот он, по-моему, как раз этот фломастер, они все время оттенок и хотят. Можно, собственно говоря, вот такой вот добавить, да, для каких-то рефлексов, еще что-то, когда вы красите. Ну, это, наверное, что-то между ними бы здесь, но я не вижу, так, чтобы... Дальше есть вот такой вот, не пойму, что за... Ну да, бордовый. Но это, наверное, уж слишком для нас будет. Единственное, я смотрю, розовый и красный, они не совсем соответствуют, да, если смотреть на жопку, на эту и на сам карандаш. Но это может заводское такое, как напыление. Вот этот, наверное, ближе будет. Можно будет. Опять же. Ну, все, как говорится, зависит от того, как вы красите, что вы смешиваете, какие карандаши. У каждого своя техника, свое применение. Слушайте, ну вот этот цвет прям, ну, очень красивый. В любом случае, давайте пройдемся, посмотрим еще, да, какие-то оттенки. Так, эти мы уже пробовали. Тут вот есть такой вот замечательный розовый. Прям розовый-розовый. Опять же. Но в целом, если, да, экспериментировать, пробовать можно. Вопрос только в том, как они будут наслаиваться. Есть фиолетовых два, еще два, помимо того, что я показала. Посмотрите, какой красивый. Если надавить, он вообще прям шикарный. И рядом вот, наверное, он сюда больше пойдет. Этот слишком будет такая кожа. Будут девочки не совсем живые. Вот, наверное, этот будет интереснее. Да. Дальше синих. Тут достаточно тоже синих оттенков. Вот такой синий. Что ж такое? Они заточены. Ну, заводская заточка, вот это пеньком, они квадратные. Конечно, вот это я не люблю. Ну, это не проблема вообще ни разу. Это скорее заводская заточка. Ее можно подточить. И мы сейчас с вами попробуем это, собственно говоря, сделать. Вот, смотрите, какой синий. Шикарный. Это нормально для заводских заточек. Просто мне неудобно. Вот я всегда, когда покупаю, стараюсь их подточить, потому что вот эта квадратная такая заточка мне не нравится и неудобно. Вот, посмотрите, какой синий красивый. Дальше. Что касается цены, ну, тут, знаете, не буду сильно вдаваться, потому что кто-то опять же начнет говорить, вот зажрались, вам все не деньги или не цена, а кто-то наоборот. Поэтому, ну, для меня нормальная цена, вполне приемлемая, я бы сказала, даже вполне бюджетная отчасти. Ну, если сравнивать с остальными Faber-Castell. Для кого-то, может, 1500, грубо говоря, обошлись карандашки. Я не скажу, что это безумно дорого. Конечно, это не самый бюджетный вариант, но, наверное, для Faber-Castell это, наверное... Ой, какой красивый. Я даже не знаю, серый. Такой мышиный. Серо-голубой какой-то, да, цвет. Обалденный. Посмотрите. Вообще классно. Все думаю, на него все смотрела, думаю, дай попробую. В общем, цвета классные. Дальше, что, ну вот, собственно говоря, да, я показала вам эти два телесных.
Ну, пока не... Так, черный. У него вот эта вот попка, он сам по себе как будто матовый, а попки у них, видите, все как лакированные. Что тоже стильно, красиво. Хороший. Неплохой. Не скажу, что он прям черный-черный-черный, но тоже вот имеет место быть. Черный. Что мы еще с вами тут не попробовали? Ну, давайте по зеленым немножко пройдемся, чтобы уже вам, да, было. Я не буду прям всю-всю. Но мы уже фактически сделали выкраску с вами. Достаточно мягко рисуют, красиво. Некоторые оттенки прям очень приятно удивили, прям очень красивые, необычные. Теперь можно, когда нет такого фломастера, такого и такого, кстати, можно карандашом заменить. Вот такие зеленые, замечательные. Так, вот этот такой синий, какой-то синий-зеленый, что-то морское. Дальше. Зеленых тоже, собственно говоря, достаточно, и каждый по-своему, ну, имеют место быть, применимые. Так, тут уже, наверное, ближе к синим пошли, да. Ну, смотрите, какие цвета интересные. Мы, наверное, их уже, да, с вами пробовали. Имеют место быть. Палитра, конечно, ну, шикарно. Мне нравится. Так, какой вам не показала? Наверное, рыжие. Уже для комплекта. Неудобно. Мешает спиралька. Для комплекта уже покажу и рыжие. Смотрите, какая прелесть. Можно надавить. Ну и светлый. Такой вот. Так, и красный. Понятное дело, он здесь тоже есть. Кто скажет, красного нет. Прошлись, да, розовый, фиолетовый, красного нет. Есть здесь красный. Тоже такой вот интересный. Что касается смешивать. Тут я не совсем поняла пока что. Но, может быть, это связано с необычностью такой, что ли, карандашей. Я не могу понять, с чем их сравнить. В общем-то, в целом они мне напоминают вот Брауберг карандаши у меня от Флу. Вот карандаши. Вот что-то такое напоминают. Так, с чем нам их смешать? Попробовать, чтобы вам было видно. Ну, они будут наслаиваться частично. Может даже смешиваться. Но такого большого смешения бешеного я не вижу. Вот. Скорее перекроют. Некоторые оттенки перекроют другие оттенки. Опять же, нужно, видимо, время, нужно пробовать, нужно раскрашивать. Но в целом неплохо. Что-то светлое взять. Вот видите, они наслаиваются. Я не скажу, что прям супер-пупер смешиваться будут, но почему нет? Попробую. Есть в планах. Есть в планах пораскрашивать все-таки кожу. Видите? Не знаю пока. Наслаиваться тоже они будут, но немного. Не так, как мы привыкли. В прямом смысле, да, что вот наслаивать, как те же полихромосы, допустим. Они, наверное, так не будут, но в целом, посмотрите, не знаю, видно. Не совсем в этом сильно, поэтому сильно умничать не буду. В целом, сказать, что вау, где я была, когда появились эти карандаши, и без них я жить не могу, как я вообще жила. Я, наверное, ну нет, наверное. Карандаши классные, мягкие.
достаточно прям очень, я бы сказала, мягкий. Вот у нас черный, есть белый. Ну, понятное дело. Вот видите, такого прям наслоения или смешивания, наверное, все-таки сильно не будет. Так, частично. Хотя вот тут, видите, он пытается лечь, но хочется верить, что как-то хоть видно. Не знаю. Пока впечатление, знаете, такое, да, неплохо, да, имеет место быть. Для детей это вообще прям шикарно. Классные карандашики. Но я думаю, начинать все-таки лучше с меньшего набора для знакомства. Есть у меня мой блокнот. Тут есть черная просто бумага. Я на черном пыталась. Надеюсь, вам лучше видно. Рисовать. Ну, здесь, может, еще бумага не совсем для этих целей, поэтому они как-то так, знаете, пытались. Ну, давайте так. Самый простой вариант. Пройдемся по-простому. Нарисуем. И вот, наверное, закрасим. Вот странно они как-то ложатся. Здесь вообще очень странно. Я сейчас покажу, если получится. Наносятся и потом дальше как будто сами себя же и размазывают, стирают. Я надеюсь, вам видно. Но в целом легли хорошо, мягко, их видно, но, конечно, это не тот белый. Я думала, сейчас прям будет белый, вырви глаз. Наверное, нет, но имеет место быть. На черной бумаге можно рисовать. И, ну, я здесь немножко, скажем так, еще даю им фору в пользу карандашей. Это не для рисования бумага, да, это у блокнота просто вот эта вот обложка. Может быть, просто бумажка не для этих целей, они не хотят здесь рисовать, но в целом, опять же, все прекрасно видно, все хорошо, и я думаю, можно. На черном тоже можно рисовать. Они не... Многие говорили, что это карандаши именно для черной бумаги. Нет, просто они черные. Ну, в таком вот обрамлении. Ну и, собственно говоря, что? Мой набор из 36 цветов. Достаточно красивые яркие оттенки. Обалденно шикарное оформление, как упаковки, так и самих карандашей. Давайте попробуем поточить. Вот у меня фикс прайс. Самая дешевая, кстати, точилка, наверное. Если брать все такие механические, электрические. Но она, по-моему, у меня самая ходовая, самая любимая. Лучше всех точит, кстати. Поэтому, да, кто ищет еще себе точилку, присмотритесь. Это, наверное, лучший сам вариант. Ну, я, по крайней мере, ой, намусорила. Сколько смотрела, это лучший вариант. Ну что, подточился идеально, ничего не ломается. Посмотрите, как он хорошо подточился. Я не знаю, вот, насколько хорошо. Отлично, видите, и точилка прям вот, кто любит такие. Ну, слушайте, я подточила, он даже лучше стал рисовать. Вот, видимо, у них, помимо того, что не совсем удачная заточка, но это, видимо, в целях, чтобы сохранить карандашики более толстым таким, точат их стержнем. Во-вторых, у новых как будто, знаете, словно напыление здесь какое-то, что ли, что они вот как-то не так рисуют. Видите, я без нажима сейчас рисую. И то, в общем-то, неплохо. Ну вот, не знаю, чтобы попробовать смешать, мы поточим, возьмем еще один карандаш. Ну, за счет того, что они трехгранные, конечно, тут немножко точилка не совсем под эти карандаши, но в целом точится. Я видела на других точилках и еще лучше. Все-таки это фикс прайс, но он справляется, видите. Идеально смотрится, очень стильно, красиво. Везде обычно золотом, здесь серебро, что тоже, ну, не... слушайте, ну вообще идеально. Карандаши все, без исключения, вот я смотрю, никаких проблем, никаких краплений.
Абсолютно никаких проблем с ними в этом плане. Не крошатся, не пылят, не все рисует. Но вот не уверена, что будет. Может быть, наслаивать еще как-то можно, видите. Совсем смешать, наверное. Ну, я точно пока еще не уверена с моим уровнем в раскрашивании. Хотя, опять же, ну, если захотеть, то все что угодно можно сделать. Ну, нет, смешался, видите, стал какой у нас зелененький. Достаточно неплохо даже смешался. То есть при заточке они еще и лучше, наверное, становятся. Идеально все карандаши, все хорошие. Я тут пару раз их умудрилась уронить. Раз просто карандаш, раз всю упаковку. Думала, ну все, хана моим карандашам. Нет, достаточно прочные карандашики, как и заявлено. Ничего не повредилось, не сломалось и ну, не крошатся. Так что даже в этом плане проблем с ними у меня не возникает. В целом, что хочу сказать. Ну, имеет место быть. Вполне приемлемая цена для качества, для таких карандашей. Что хочу попробовать, как будет удобно, неудобно пользоваться. Ну нет, неудобно будет пользоваться вот этой вот упаковкой, особенно еще и сбоку. Почему я говорила, что я достала сразу их достала, чтобы уже не... Вот видите, можно, конечно, при желании все это дело спрятать, ну, не совсем это комфортно, не совсем это как-то удобно. Но при желании, как говорится, можно все что угодно сделать. Вот так это все было упаковано, запаковано. И вот так они выглядят. Ну и как вы видите, да, я-то тут пару цветов, может, перепутала, но в целом они все, каждый на своем месте лежат. Ну, такой вот классный набор. В целом я довольна. Буду пробовать, буду раскрашивать. Надеюсь, в ближайшем будущем вам покажу. Я пробовала покрасить, мне стало интересно. И вот, знаете, так совсем чуть-чуть раскрасила ими. Где-то нажимала, где-то нет, где-то пыталась даже смешивать чуть-чуть, вот совсем. Ну, знаете, пока было время, думаю, дай попробую. Это у нас волшебная шкатулка. В целом неплохо. Вот такая у меня новинка карандашиков. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Надеюсь, вам было интересно. Пишите, может, кто-то уже пользуется или у кого-то есть в старом варианте эти карандаши. Будет интересно послушать ваше мнение. Ну, вот, собственно говоря, да, прочный. Пишут, грифель у них достаточно мягкий, экологичный. В общем, не подкачал, собственно говоря. Это Бразилия. Кстати, не подкачал набор, не подкачал Фабер-Кастель. Экстра мягкий грифель для достижения ярких выразительных оттенков. Идеально подходит для светлой, цветной и темной бумаги. Ну, в общем-то, так и есть, но вот на темном, не знаю, просто у меня чисто черной специальной для рисования нет бумаги, поэтому пока вам ничего не могу сказать. Если в ближайшее время, как я планирую, появится таковая бумага или крафтовая, я вам обязательно еще на ней попробуем, посмотрим, как это будет выглядеть. Вот такая небольшая у меня была покупочка, приобретение. В целом довольна. Буду раскрашивать с удовольствием. Вам спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Кто уже пользовался ими, пишите свое мнение. Будет интересно послушать, почитать. Может даже посмотреть. Давайте ссылочку, что у вас получается этими карандашками. Ну и может кто-то уже пробовал красить ими кожу. Всем хорошего настроения, вдохновения. Ну и всем пока-пока.